Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. Я сейчас нахожусь около своего камина, который достался мне по наследству от предыдущих хозяев этой дачи. Я его так оформил с кафельной плиткой. И хочу рассказать вам, да и показать, как чистится камин с колосниковой решеткой. Насколько это замороченный вообще процесс. И что хочу я этим видео сказать, что колосниковая решетка, она здесь не нужна, она не функционирует, а только добавляет проблем при уборке и чистке камина. Ну и давайте посмотрим, как же все это выглядит. Сначала убираем решеточку. Решеточка самопальная нужна для того, чтобы искры не летели на линолеум. Если у вас нет возможности кафель постелить, то надо предостережение сделать обязательно. Пожарную безопасность учитывать обязательно. Огнетушитель должен быть. Вот он у меня здесь под рукой стоит, этот огнетушитель. Потом вот такие аксессуары для уборки. Ну и металлическое ведро. Потому что иногда бывают угли не остыли, и могут пластмассовое ведро вам прожечь. Вот такой совочек берем. Убираем эту залу. Почему надо очистить камин, друзья? Потому что от пепла остается такой неприятный запах, который распространяется по всей комнате. Вы скажете, вы, наверное, посоветуете мне открыть задвижку, и чтобы весь этот запах вытягивало наружу. Но, друзья, это очередное заблуждение. Это миф, который распространяют, будем так говорить, невежественные люди. Принято у них считать, что в дымоходах существует тяга. Так вот, если бы тяга там реально была, запахов не существовало. Тяга возникает, так называемая тяга возникает в процесс горения дров. То есть именно костер, горячие газы, они поднимаются сами в дымоход, заходят в дымоход. И вот этот эффект называют тягой. Но по существу ее там в принципе нет. Что такое тяга? Это то, что тянет. Там ничего не тянет. Потому что горячий воздух, когда заходит, более холодный, плотный воздух, он его заталкивает туда. Вот это более правильный процесс движения газов. Вот именно из-за того, что принято считать, что труба тянет, многие печники, которые не занимаются строительством каминов, а занимаются строительством печей отопления, они совершают очень частые ошибки. Не уделяют достаточно внимания самой камере топочной и сечению дымохода. Они считают, что если будет дымить, то им достаточно поднять трубу метра на 3-4, и тяга усилится, будет вообще все высасывать. Очень часто они ошибаются. Единственный момент, когда необходимо поднять трубу, это в тот момент, если труба заканчивается в зоне ветрового подпора, то есть в зоне турбулентной. Друзья, сначала мы убираем топку всю, в топке, в золу, весь пепел, все это убрали. Но это еще не все, это только половина дела. И половина очень, будем так говорить, легкая половина. Потому что здесь золу легко убрать, все это подмести. Вот и все. Камин, можно сказать, чистый. Но, друзья, у нас здесь проблема, вот эти колосники. Самое неприятное, это вот этот момент. Я его очень не люблю.
Посмотрите, сколько здесь золы. И это тоже еще не все, друзья. Потому что мимо ящика еще сзади насыпалась зола. Ее тоже надо убирать. А для этого не каждый совок может подойти. Вот такой вот совок, длинный. И то он тоже должен быть ровный, не вот так задран, а ровно. Попробуем. Получится. Ну, что-то убрал, но что-то там осталось. То есть не вычищается. Помощи кочерги. Кочерга должна быть вот плоская, ну такая вот, как лопатка. И ей удобно и дрова переворачивать, и вычищать золу. Ну вот такой вот процесс уборки камина с колосниковой решеткой. Так, видите, некрасиво, ну так красиво. В процессе горения в каминах, в открытых топочных системах подсос воздуха идет через портал, друзья. Вот этот объем несоизмеримо больше, чем размер вот этой поддувальной, да, части. И колосники, ну, тоже частично, да, работают. Тут полностью их работу отрицать нельзя. Но основное идет подсос воздуха отсюда. И в процессе, вот сколько я работаю, я камины и мангалы с колосниковыми решетками не собираю. Костры горят и на земле, и выгорает все в пепел. И даже мало того, что на земле, в бочках 250-литровых костер бросаешь туда, все сгорает без всяких поддувала, все выгорает в пепел. Это, я думаю, многие огородники все знают. Особенно сейчас, когда по пожарной безопасности запрещено разводить костры в открытом виде. Поэтому надо либо специально оборудованное место, кострище делать, устраивать, из кирпичей выкладывать, либо же железную бочку и в ней дозированно сжигать костер, ну, сжигать там ветки или еще какой-то отходы строительства, будем так говорить. И дополнительные проблемы, которые создают нам эта колосниковая решетка, они больше вреда приносят, чем пользы. То есть и по времени, и по удобству. Поэтому, ребята, совет профессионала: колосниковую решетку не делайте. Может, я со временем тоже ее заложу там кирпичами, чтобы не мучиться. У меня есть и Telegram, есть ВКонтакте, есть Дзен, есть Одноклассники, есть Ярус, есть Рутуб. Проходим, там подписываемся, находим меня. Я везде, как Борсук Олег, канал Пламя. Те, кто хочет собрать барбекю, или собирает, или в будущем будет, планирует, да, собирать барбекю, каменщики, которые хотят стать печниками, у меня есть для вас уникальное предложение, проекты тех барбекю комплексов, которые я сам лично своими руками собирал. На моем сайте mangalyplamя.ru вы найдете проекты с запатентованной технологией «Двойной зуб». Перейти на сайт можно по QR-коду, его вы увидите на экране, либо по ссылке под видео в описании, или набрав в Яндексе слово «Мангал и пламя». Все проекты рассчитаны на самостоятельную сборку, имеют пошаговую инструкцию, точный расчет всех необходимых материалов. Любой соберет барбекю-комплекс легко и быстро, как лего-конструктор по инструкции. Проект позволит вам сэкономить ваше время и деньги. Значит, есть у меня проекты с 3D моделью, то есть весь настоящий камин или барбекю комплекс будет у вас на компьютере.
в момент сборки вы сможете подходить к нему, к настоящему, обходить с любой стороны, заглядывать вовнутрь, разбирать вот так кирпичную кладку, смотреть, как он внутри сделан. Рулетка есть в программе SketchUp. Этой рулеткой вы сможете снимать любой размер, который вам необходим. И также открывать последующие ряды, которые вы еще не собрали, чтобы посмотреть, как в перспективе будет выглядеть данная конструкция. И, друзья, если у вас нет компьютера или вы не хотите заморачиваться, да, с этими 3D моделями, там, со SketchUp,